Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня у нас на обзоре японская ПТСАУ 8-го левела, новая ветка, которая только вышла, Хори 2. Да, очень странно, что Хори начинается с 8-го левела именно с 2, а вот девятка уже будет Хори 1, а десятка Хори 3. Как-то все наоборот, ну да ладно. Начнем мы сегодняшний обзор с бронирования. Идем смотреть. Итак, коллижная модель нашего Хори 2. Ну и давайте начнем с корпуса. НЛД картон 82, центральная часть картон. Здесь хороший рикошетный угол. Система пишет рикошет ВЛД, вот эта часть. Подбашенная рубка. Ну, такое себе, более-менее, в принципе, 223, надгусеничные полки тоже 223. Верхняя планочка вот этого корпуса подбашенной рубки, да, у нас тоже рикошет 115. Теперь кругляк вокруг орудия 315, 207, нет, 315, 270 это маска, да, да, маска, 270. Вот эти щели 270, 270, здесь 254, 254. Щеки 250, странно. Очень странно сделали нас, а я думал, что здесь рикошет будет. Ладно, верхняя планочка пробивается, там всего лишь 35 мм, по правилу 3 калибров, естественно, от 115 будете шить. И лючок 102 мм. Очень много уязвимых зон, щеки. Верхняя планка, лючок, корпус, НЛД. Вот сейчас внизу рикошет пишет. Вот как я его поставил. Так, стоп. Вот так бьется. Ладно. Короче, ну такая условная броня. Вот здесь еще ничего вот в этой части. Это. Вот это, все это пробивается. Ладно. Так, с броней разобрались. Смотрим основные модули. Нам дают на ПТСАУ 8 уровня пушечку 8 и 9 левела. Различия у них по альфе: 320 против 400, 220-252 пробитие на стоке, 250-285 на топе. Если и играть будете на стойке, то рекомендую только на голде, потому что 220, ну, такое нищее пробитие, как для ПТшки. ДПМ примерно одинаковый, точность на топе получше, время сведения тоже. Обязательно качайте топовую рацию, дальняя связь 750 против 550, извините, а это там плюс там примерно 40%. Двигатель 650 лошадей против 550, процентов 18 подвижности даст. И топовая ходовая 32 градуса в секунду против 30. Для ПТшки этот важный момент, тоже по ходовой качайте. ПТшка, ну, такая условно медленная, она все равно. Поэтому усиленную ходовую, по сведению у нас все вроде бы, да, 2 секунды, поэтому точность улучшаем. Здесь ставим к незаметности после выстрела. Второй слот берем, даже не знаю, наверное, на разведку лучше взять. Может, иногда будете с рогами либо с просветленкой катать, но я-то не буду, по крайней случае сейчас, вот в бою ближайшем. Значит, смотрите, однозначно у нее надо всегда ставить досол, я думаю, вентилятор. Поставил сейчас прицел, можно ставить просветленку, можно ставить УМП. Что сюда еще может зайти? Да, наверное, и все. Турбач точно не нужен, не тает ПТшка. Вперед ей лететь, стремиться, наверное, не стоит, скорость увеличивать. По снарядам ББХ основной, голда тоже ББХ, 900 и 1000 метров, соответственно, скорость полета снарядов. Снаряжение: ремка, аптечка, огнетушитель. Я поставил долпаек. У нас 6 членов экипажа, перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Значит, по УВНам у нас все более-менее неплохо. Минус 8. Да, минус 8. 0,29 разброс, то есть меньше 0,3. И это у меня еще экипаж, да, меньше 100%, уже был 0,28, кстати. ДПМ почти 3000. Значит, количество ХП 1400. Ну, сойдет. Нормально, средний параметр сойдет. По мобильности 30 вперед, 15 назад, но у нас почти 16 лошадей на тонну удельной мощности. Говорит о том, что свою тридцатку эта ПТСАУ будет набирать быстро достаточно.
По незаметности 40%. Огромнейший силуэт. Среди одноклассников и вообще тяжелых всяких там танков на 8 левеле это одна из самых высоких и самых огромных ПТшек. И у нас при всем при этом незаметность 40%. Интересно. Очень интересно. Да. Картошка жгет. 4,42 метра, обзор в принципе норм. Из плюсов хотел бы выделить незаметность, обзор орудия. У нас есть УВН, достаточно быстрые снаряды, голда у нас ББХ, и это здорово. Вот, достаточно быстро сводится, очень хорошая точность у орудия. Дальше выделить хотелось бы живучесть, количество ХП там в норме, и ни плюс, ни минус. А вот по мобильности, она едет, она не ползет. То есть вам этой скорости будет достаточно, чтобы занять позицию. Вот по броне, конечно, очень много уязвимых зон. И там сидеть в надежде, что вас не пробьют, ну не стоит. Вас пробьют. Отправляемся в бой, посмотрим, как Хори 2 играет в современном рендере. Погнали. Так, господа, обзор боя. Японская ПТСАУ 8 уровня. Хори 2. Так, куда нам лучше податься? Направо тяжиков встречать. Да, учитывая, что наш тяжик решили поиграть. Все, правильно решили. О, тут Садько все поехали. КВ, Тигр. Жесть. Слабоумие человеческое. Тогда людей встречать с горы. Такая вот подвижность сратенькая, конечно. Ничего не поделаешь. Готовим себе гнездо. Хорошо, ты нет, обычно от того ты видишь, что деревья падают, начинают шмалять. Ждем жертву. Жертва приедет, интересно. Наши воду продавили. Так нам сюда может никто и не приехать. Сейчас поедут базу отбивать назад. Если кто-то у них на гору поехал. Вдруг. Гнездо-то мы какое солидное, да? О! А вот и товарищ.
пуля. Не пробивай его даже голдой. С поджогом. Вопрос, кто? Я или... Пробитие. Вот. Так. Так. Пробитие еще. Все, нас подбили. Ну, кстати, можем выиграть еще. Танков больше, хп больше. 3000 мы настреляли, 637 насветили, 700 насветили, почти 4К. План двойного собственного хп выполнили. И я думаю, здесь будет победа. Да. Короче, всех побили. Поглядим. Вот у нас сейчас утонет, друг. Нет? Нет, зажил, да, зажил. Правее бери что-то. Вот, красавчик. Красавчик. Так, а тут у нас кто стоит? О, кто это? Жиро. Вот, новая япошка, да. Эй-эй-эй-эй-эй. По захвату базы, наверное, выиграем. О, стреляй. Вот. Хорошо. Еще. 300 альфа у Джиро, давай. О, минималка, правда, но выскочила. Вот. Я думаю, тигр не возьмет. Бураск его пересветит и убьет. Вот. Кустик чуть-чуть развернись, стань. 30 секунд. Или за... О, это шпак работает. Слушайте, еще и проиграть можно. Тебе в спину уже Бураск заехал. Чудо ты, чудо. Вот. Это Бураск. Бураск тупой какой-то, нереально. Просто идиот. Шпак старается. Потеет.
Ладно, победа. Значит, по поводу Хори 2. Огромный силуэт, вот это мне не нравится. В принципе, по пробитию по пушке схоже с семеркой, в принципе. Но броня похуже здесь. Как ни странно, мне на семерке больше нравится. Ладно. Прожмем все, да. Вот, первое место мы взяли по урону. Конечно. Нифига себе, 8-й левел. Да. Вот. По пятибалльной системе 4 с минусом. Визуально не нравится. И какая-то не очень. Карри лучше прям. Прям ПТ точнее. Вот. Ребята, у кого же есть Хори 2, пишите, какое вы на нее засунули оборудование. В принципе, играбельная. Не сказать, что прям топор какой-то. Можно на ней делать результаты, но нужно головой очень много думать. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Ну а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.